Звезда изгоев — это абсолютно точно одно из лучших аниме своего времени, полное драйва, необычных и оригинальных сюжетных решений, а также героев, в которых бесповоротно влюбляешься, стоит им только впервые появиться на экране. В нем удачным образом объединили космический вестерн, фэнтези и классическую историю о поиске легендарного сокровища. Это еще не говоря о великолепных задниках, запоминающемся дизайне персонажей, душевных саундтреках и детально продуманной вселенной. И я уверен, что у Звезды изгоев были все шансы для того, чтобы спустя время стать всеми любимой и уважаемой классикой. Но этому аниме попросту не повезло оказаться ни в то время и ни в том месте, так как его своим появлением безжалостно убил Ковбой Бибоп. Ведь в 1998 году анимационная студия Sunrise совершила гениальный по своей глупости поступок, выпустив сразу два оригинальных аниме в жанре Space Western с разницей всего лишь в пару месяцев. Ими оказались Звездные рыцари со Звезды изгоев и, как уже стало понятно, Ковбой Бибоп. Но поскольку о последнем слышали даже те, кто знаком с форматом аниме очень поверхностно, в то время как Звезду изгоев знают едва ли даже самые прошаренные люди, нетрудно догадаться, кто именно тогда перетянул на себя все одеяло внимания. К примеру, по ежегодному опросу, проводившемуся в журнале Animage, среди лучших тайтлов того года Звезда изгоев заняла последнее 20 место, уступив даже самым проходниковым аниме-сериалам того времени. За него проголосовало всего 94 человека из общих 7000, в то время как Бибоп оказался на почетном втором месте, получив 12 раз больше зрительских голосов. К слову, заняв первое место, его обогнал космический крейсер Надесика, так как японцы априори прутся по всему, в названии чего есть слова крейсер или линкор, так что у него тут попросту не было никаких шансов. Но то, что Звезда изгоев оказалась по популярности ниже, чем детское аниме про двух лопоухих гонщиков или про то, как толпа девушек с катком за спиной бежит через всю пустыню, это, конечно, интересный вопрос. А все дело в том, что, скорее всего, о существовании этого аниме тогда никто вообще практически и не знал, ведь из-за нетипичной и коммерчески рисковой составляющей было решено транслировать Звезду изгоев в один из самых неудачных временных слотов, каждую пятницу поздно ночью, так что на него было банально невероятно трудно наткнуться, просто случайно щелкая по каналам телевизора. В свою же очередь, примерный показ Ковбоя Бибопа состоялся в 6 часов вечера, в один из самых сочных на зрительские просмотры временных промежутков. И уже одного лишь этого фактора оказалось достаточно для того, чтобы свести к минимуму шансы на успех у одного тайтла и многократно увеличить их у другого. Но зачем вообще главы студии Sunrise взялись за создание сразу двух экспериментальных тайтлов, да еще и настолько близких по настроению друг к другу? Ведь намеренно или нет, но Звезда изгоев и Ковбой Бибоп показались похожи между собой настолько, насколько это вообще могло быть возможно. Одна и та же концепция команды космических авантюристов, берущихся за любую хоть сколько-нибудь оплачиваемую работенку. Те же самые многокультурные неоновые города будущего и укутанные дымом подвальные бары. Та же самая приглушенная цветовая палитра, и все это также в сопровождении джазового звучания. Да над обоими аниме-сериалами банально работали одни и те же самые люди. Потому параллели между ними можно проводить бесконечно долго, вплоть до того, что оба тайтла были названы в честь ключевых космических кораблей. И вот чтобы разобраться в том, как же так вообще получилось, нам надо вернуться на целых 30 лет назад. Не для всех это совсем уж очевидный факт, но Синичиро Ватанабе не является единоличным автором Ковбоя Бибопа. Его основная задача заключалась в том, чтобы дать картине общее цельное видение, в то время как написанием сценария и постановкой эпизодов во многом зачастую занимались совсем другие люди. А вот идея самого аниме-сериала и вовсе принадлежит некоему Хадзиме Ятате, чье авторство также приписывается таким тайтлам, как «Мобильный воин Гандам», «Бронированные воины Ватомы», «Видение из Кафлона», «Тигр и кролик», «Большой О», «Робин охотница на ведьм» и еще целому миллиарду аниме-сериалов, в том числе и, конечно же, «Звездным рыцарям» со Звезды изгоев. И вот на этом этапе пока еще понятно, что есть общего у Звезды изгоев и Ковбоя Бибопа, но тут появляется вопрос поинтереснее. А что это вообще за гениальная личность такая, которая на протяжении 40 лет один за одним выдает невероятные идеи для целых франшиз, множество из которых впоследствии станут настоящими хитами? И я бы даже поверил, что кто-то из боссов студии Sunrise продал душу дьяволу в обмен на такой необычайный талант, но на самом деле Хадзиме Ятате — это всего лишь псевдоним группы авторов, в состав которой
который меняется из раза в раз. Проще говоря, по мере необходимости все самые толковые и мозговитые сотрудники студии собираются вместе и накидывают идеи того, про что же может быть их будущий аниме-сериал и как он примерно будет выглядеть. При этом, какую бы гениальную идею сотрудники не придумали подобным образом, в любом случае ее авторство останется за Хадзима Ятате, проще говоря, за самой студией Sunrise. И именно поэтому отследить, кто же именно в большей степени повлиял на придумывание концепции того или иного аниме-сериала, практически невозможно. И вот где-то в начале 90-х годов в студию Sunrise приходит компания Bandai и говорит, мол, мы хотим очень крутое аниме про очень крутые космические корабли, так что с вас оригинальная и интересная идея, а с нас деньги на его производство. И вот как-то так начинается работа над абстрактным сюжетом про космическую команду искателей приключений, что в итоге перерастет в два вполне конкретных, уже нам знакомых аниме-сериала. Но если Ковбой Бибоп на длительное время окажется в производственном аду, так как не будет соответствовать ожиданиям компании Bandai, то вот к выходу Звезды Изгоев студия готовилась основательно, подогревая интерес у зрителей и создавая крепкий фундамент для будущей франшизы. Да, и именно целой франшизы, а не одного лишь сезона аниме-сериала. А началось все с вышедшего в 96-м году пилотного трейлера, который по большому счету знакомил зрителя с образами ключевых героев будущего аниме-сериала. А вот год спустя уже начался выход одноименной манги за авторством Такэхико Ито, человека, который на тот момент уже многократно себя проявил в жанре космического фэнтези. И своим появлением Звезда Изгоев положила начало вселенной под названием Toward Stars, что можно перевести как «Навстречу к звездам», частью которой стала вышедшая 10 лет назад манга «История космического героя» все того же Такэхико Ито. И ключевым событием для этой вселенной оказывается падение на территорию Китая загадочного метеорита, содержащего в себе минерал под названием драгонит, который дарует человечеству долгожданную возможность свободно бороздить космическое пространство. Вместе с тем, китайская культура становится одной из доминирующих. Таким образом, космос оказывается для людей тем, чем когда-то давно было море. Полное множество опасностей, сокровищ, незнакомых культур и неизведанных земель. Так что спустя время его между собой условно поделили три крупные фракции: межгалактические федерации, поддерживающие порядок, пираты, этот самый порядок нарушающие, а также вольные или изгои, те, кто не стал присоединяться к какой-либо из сторон и живет так, как ему самому вздумается. И именно про них в сюжете Звезды Изгоев по большому счету и пойдет речь. И это довольно-таки изобретательное решение, когда сюжет сосредоточен не на противостоянии двух сторон, а на тех, кто не стал выбирать из нескольких зол наименьшее и стал жить так, как ему самому кажется правильным. Тем более, что космическое фэнтези в целом достаточно редкий жанр, из которого я сходу могу вспомнить разве что Обан, Звездные гонки, и если хочешь про него видео, то пиши об этом в комментариях. Но есть в этой вселенной пара моментов, которые все-таки стоит отдельно упомянуть. Это то, что здесь есть своего рода магия, а некоторые космические корабли внезапно снабжены механическими руками, из-за чего могут буквально пользоваться оружием по типу пистолета или даже меча, а то и вовсе раздать двоечку кораблю противника прямо в жбан. Но пусть тебя это не пугает, так как в этом есть свой продуманный смысл. И именно для того, чтобы таким необычным решением не сбить зрителя с толку, а наоборот его завлечь, и нужна была манга, в которой помимо основной завязки сюжета также были справочные материалы, раскрывающие многие интересные детали касательно самой вселенной. Но это все была лишь прелюдия, небольшое и приятное дополнение, подготавливающее зрителя к выходу невероятного по своей атмосфере аниме-сериала, к сюжету которого я спустя 8, 9 или 10 минут этого видео наконец-таки добрался. Сюжет Звезды Изгоев берет свое начало на далекой, забытой богом планете Sentinel-3, на которой двое главных героев берутся за любую достойную работенку, желая как можно скорее расплатиться со всеми своими долгами. Младшего из них зовут Джим Хокинг, и он 11-летний компьютерный гений, смышленый и рассудительный парень, отчего в команде всю интеллектуальную работу берет на себя. А вот его напарник по имени Джин Старвинд, наоборот, пылкий, рисковый и местами полностью безбашенный. Вдобавок к этому Джин еще тот дамский угодник, отчего стоит какой-либо красавице оказаться в его поле зрения, как весь профессионализм Джина внезапно куда-то улетучивается. И вот как-то к ним за помощью обращается загадочная незнакомка, срочно нуждающаяся в паре телохранителей для того, чтобы те сопроводили ее к своему космическому кораблю. Но не успевают герои толком согласиться, как за ними уже начинается самая настоящая погоня. А затем и вовсе выясняется, что девушка, которой они помогают уйти от преследователей, это гроза всей
галактики, известная как Хильда Горячий Лед, сумевшая перейти дорогу практически всем, кому только было можно. Но конкретно сейчас ее преследуют ассасины китайского клана Кей, у которого Хильда угнала секретный космический корабль, а заодно и прихватила находящуюся в спящем режиме девушку-биоандроида. Само собой, героям не хотелось бы переходить дорогу какой-либо опасной фракции, но связавшись с Хильдой, они уже автоматически стали врагами клана Кей, так что деваться теперь им особо-то и некуда. Так что Джин дает отпор волнам ниндзя, пока Хильда пробуждает ото сна девушку-андроида, после чего герои все вместе отправляются к угнанному космическому кораблю. И так получается, что герои, сами того желая или нет, на пару с пробудившейся девушкой, взявшей себе имя Мельфина, становятся членами экипажа корабля Хильды, которая с его помощью хочет попасть в жилу дракона. Легендарное полумифическое место, оказавшись в котором искатель сокровищ найдет богатство, силу и вселенское знание. Но, к несчастью, во время одной из последующих встреч с кланом Кей, Хильда, несмотря на свой скользкий характер, благородным образом жертвует собой, оставляя судно и Мельфину полностью в распоряжении главных героев. После этого события Джин покрасит обшивку корабля в красный цвет и даст ему имя Звезда Изгоев, а затем вместе со всей командой отправится на поиски легендарной жилы дракона. Ну, почти. Примерно как-то так мог бы звучать дальнейший сюжет, если его при этом значительно сжать и упростить, ведь на самом деле все чуточку сложнее. Поначалу Джину сложно не то, что просто сесть за штурвал корабля, ему в принципе страшно осознавать то, что он сейчас находится где-то посреди космического пространства. И должен признать, главный герой космического вестерна, который панически боится самого космоса, это весьма интересная идея. А все дело в том, что 6 лет назад на экипаж семьи Джина напали космические пираты, в ходе чего его отец героически погиб, а сам Джин, находясь внутри спасательной капсулы, был выброшен на поверхность планеты Sentinel-3. И эта далекая и скучная планета на долгое время фактически стала для него тюрьмой. Тюрьмой, из которой его своим появлением вызволила Хильда, сумевшая надавить на самую больную, но при этом на самую действенную точку темперамента Джина Старвинда, на его мужское эго. Ведь он уж точно не из числа тех парней, кто позволит какой-то там женщине считать, что он слабак или трус. いつまで甘えてるつもりだ。当たらねえもんは当たらねえよ。一生逃げて通す気か。逃げるだと？ Через некоторое время к героям присоединяется японская кунаичи-киллер по имени Судзука, которую Джин с помощью своей хитрости побеждает в равной схватке, но при этом сохраняет ей жизнь. За что та в качестве благодарности, да и просто из собственного интереса, начинает следовать за главными героями, зачастую не вмешиваясь в передряги, в которых те оказываются, а лишь наблюдая за ними со стороны. Следующим замыкающим спутником оказывается эксцентричная девушка по имени Аиша Клан-Клан, представительница расы кошка-людей, обладающих невероятными физическими данными и способных при определенных обстоятельствах обращаться в форму гигантской рыси. Сама же Аиша, судя по всему, и вовсе одна из самых сильных представителей своей расы, но при этом немножко обделенная интеллектом, за что ей была поручена задача тупо следовать за Джином Старвиндом, пока тот не приведет ее к жиле дракона. И вот, если предыдущие герои или сюжетные детали тебя еще не зацепили, то ради одной Аиши аниме «Звездные рыцари» со Звезды Изгоев однозначно заслуживают его внимания, ведь это постоянный генератор комедийных ситуаций и надменного пафоса. Другим немаловажным эпизодическим персонажем является харизматичный торговец информацией и оружием по имени Фред Ло, которому Джин как раз таки должен кругленькую сумму, от чего вынужден принимать участие во всех авантюрах, приходящих тому в голову. Более того, Джин является его любовным и даже сексуальным интересом, от чего тот всегда может распрощаться со всеми долгами, отработав их своей натурой, чего он, конечно же, предпочитает не делать. И вот, когда команда собрана, а главная цель обозначена, начинает происходить кое-что странное. А именно то, что герои занимаются абсолютно чем угодно, но уж точно не поисками жилы дракона. То они мешают преступной группировке уронить спутник на планету, то ищут в канализации гигантского сбежавшего таракана, то принимают участие в женском рестлерском турнире, для чего переодевают Джина в девушку. Герои берутся практически за любую попавшуюся им в руки работенку и ввязываются в каждое доступное им приключение, чуть ли не полностью игнорируя то, ради чего они все вместе здесь так-то собрались. И вот это на контрасте с достаточно плотным и последовательным началом у некоторых зрителей может вызвать вполне закономерную волну негодования.
И тут стоит понимать, что «Звезда изгоев» — это аниме не про цель путешествия, оно про само путешествие. И в этом плане к «Звезде изгоев» ближе всего по духу «Самурай Чамплу», в котором нам также еще в самом начале задают основную цель приключения, но по итогу герои как будто бы не очень-то к ней и торопятся. Придерживаясь конкретного курса, они успевают то туда заглянуть, то сюда заглянуть, ввязываясь в весь доступный им движ, вплоть до какой-нибудь бессмысленной с точки зрения сюжета игры в бейсбол. А все дело в том, что конец приключения будет означать то, что теперь-то героев друг с другом больше ничего фактически и не связывает, и они вольны попросту разойтись в разные стороны. Чего, скорее всего, ни они, ни мы в действительности не хотим. Точно так же и тут. Мы знаем, что где-то там есть легендарная жила дракона, и раз уж у героев есть от нее ключ, то, скорее всего, они рано или поздно достигнут своей цели и обязательно им воспользуются. Но лично для меня химия, возникнувшая между героями, стоит куда больше того, чем ответ на вопрос, существует ли вообще жила дракона или что на самом деле в ней скрывается. Ведь я готов еще десятки раз смотреть на то, как Джин, желая расплатиться со своими долгами, ввязывается в очередную сомнительную авантюру, после чего все идет не по плану из-за вспыльчивого характера Аиши, но в итоге Джин, благодаря своей предусмотрительности, разруливает всю ситуацию в лучшую сторону, пока за всем происходящим где-то со стороны ехидно наблюдает Судзука, так как настолько душевное времяпрепровождение для меня куда большая награда, чем ответы на вопросы, всплывающие по ходу просмотра. Да и все происходящее с героями не ощущается как какой-то филлер, заполняющий хронометраж аниме-сериала между его началом и его концом. Это хорошие и интересные короткие истории, отличающиеся друг от друга и по настроению, и по темпу, и местами по стилистике. Но что заслуживает отдельного внимания, так это то, что в какой-то момент подобная эпизодическая структура перестает быть только лишь условностью телевизионного формата и начинает сказываться на героях и на самом сюжете. Ведь Мельфине действительно важно добраться до жилы дракона, так как только именно с ее помощью она может узнать больше о своем скрытом прошлом. Но Джин, давший Мельфине слово, что он во что бы то ни стало приведет ее к жиле дракона, по итогу оказывается больше занят тем, что ухлёстывает за первыми встречными ему девушками, что в какой-то момент создает между героями далеко не самый типичный конфликт, ведь он буквально вплетает условность эпизодического формата в общее сюжетное полотно. Этим нам как бы напрямую дают понять, что герои сами в курсе того, что занимаются не совсем уж тем, чем они в действительности должны. くそ何のために生きてるんだ俺 И вот именно за это я люблю многие старые аниме, за их весьма киношную, но продуманную режиссуру, когда сюжет и то, что ты видишь на экране, оказывается куда более сложной и комплексной системой, чем могло сперва показаться. И вот интересный тому пример. Буквально с самого начала Джин Старвин предстает перед нами как клишированный бабник, что по сути является просто характеристикой, которая делает этого героя более живым. Да, впоследствии это создаст парочку забавных ситуаций, но по-настоящему эта деталь сыграет свою роль лишь целых 15 серий спустя. В этой серии в офис героев приходит незнакомец и вызывает Джина Старвинда на дуэль, но только не здесь и сейчас, а на следующие сутки. И именно это условие начинает очень сильно играть против главного героя. Ведь даже настолько самоуверенный в себе засранец, как Джин, находясь в постоянном ожидании, не может не прокручивать в своей голове все возможные сценарии развития событий, в итоге уперевшись в самый неприятный, исход которого окажется для него смертельным. И чем больше проходит времени, тем больше эта мысль охватывает его сознание. Так что когда к нему в баре подходит соблазнительная девушка, предлагая составить ей компанию, он впервые за все аниме в подобной ситуации выражает полное равнодушие, говоря ей, мол, сори, не сегодня, а может быть уже и никогда. И по сути этот диалог не дал нам никакой новой информации, ведь тут и так половина эпизода посвящена тому, как Джина постепенно покидает его самоуверенность. Но эта мелочь на конкретном и очевидном примере дополнительно подчеркивает нам то, насколько сейчас подавленное состояние у Джина Старвинда. И вот как по мне, хорошая режиссура — это не только лишь соблюдение всех причинно-следственных связей, но и когда авторы учитывают множество нюансов, способных эмоционально усилить ту или иную сцену.
Несмотря на то, что у этого аниме-сериала действительно много достоинств и сильных сторон, конечно же я не могу сказать, что это абсолютный шедевр. Того, в чем Ковбой Бибоп оказался хорош, местами в Звезде Изгоев действительно не хватало. Но это же работает и в обратную сторону, так как в отличие от Бибопа здесь, например, куда более цельный и последовательный сюжет, раскрытый и понятное мироустройство, а заодно и некоторое количество разного рода фан-сервиса. Чувствуется, что авторы пытались выполнить свою работу качественно, а не просто выпустить какую-то заглушку, которой на какое-то время займут эфир до выхода чего-то действительно стоящего. Да и работали над этим аниме очень даже способные и талантливые люди. Например, дизайн корабля Звезда Изгоев, также известного как XGP-15A Mark II, был разработан буквально богом жанра меха, человеком по имени Сёдзи Кавамори, работавшим и над Гандамом, и над Макросом, и даже над классическими трансформерами. И, кстати, над Бибопом он частично работал в том числе. А вот образы некоторых героев были придуманы дизайнером персонажей по имени Ютака Минова, составлявшим компанию Йошаки Кавадири при создании аниме Манускрипт Ниндзя и Ди Жажда Крови. Для них он разработал визуальные образы практически всех действующих героев, которые, будем честны, до сих пор выглядят просто охуенно. Но, пожалуй, особенно сильно его художественный почерк чувствуется в дизайне Судзуки, которая будто бы только что сбежала из упомянутого мной Манускрипта Ниндзя для того, чтобы в Звезде Изгоев чуть-чуть отдохнуть от сюжета, полного крови, секса и чернухи. А вот музыкальная составляющая легла на плечи Ко Отани, знакомого кому-то по саундтрекам Городскому охотнику, кому-то по аниме Союз Серокрылых, а кому-то особенно старому даже по игре Shadow of the Colossus. И все это дело курировал и режиссировал Мицура Хонга, который до этого в основном занимался исключительно аниме буквально для дошкольников, из-за чего какое-то время я считал его крайне слабой кандидатурой, до тех пор, пока не увидел, что именно он написал сценарий к двум наиболее мне запомнившимся эпизодам Звезды Изгоев. Так что можно сказать, что набор авторов получился достаточно мощный. При этом мне очень забавно наблюдать то, как команда, работающая над одним аниме-сериалом, подрезала идеи у своих коллег, занимавшихся созданием другого. Например, что в Звезде Изгоев, что в Ковбой Бибопе есть вечерняя сцена сражения в заброшенной церкви, над которой тем временем мрачно кружат черные вороны. А также в обоих аниме появляется революционная группировка, с разницей в том, что у одной на логотипе мышь, а у другой морской котик. И я не знаю, прикол это или глупое совпадение, но в одном из эпизодов Джин Старвинд и вовсе одет в костюм Спайка Шпигеля, а я напомню, что Звезда Изгоев все-таки вышла на пару месяцев раньше, чем Ковбой Бибоп. Но, к сожалению, мы уже вряд ли узнаем, как процесс производства обоих тайтлов происходил на самом деле, кто у кого подрезал идеи и не является ли Звезда Изгоев само по себе заменой тогда еще застрявшему в производственном аду Ковбою Бибопу. Скорее всего было так, что когда концепция сюжета еще только находилась в состоянии наброска, были придуманы какие-то общие моменты, так называемые сториборды, которые впоследствии обе команды и использовали в своих работах. Отсюда и появились некоторые случайно повторяющие друг друга детали или ситуации. Но даже несмотря на все очевидные и не слишком параллели, язык попросту не повернется сказать, что кто-то у кого-то что-то нагло сплагиатил, настолько эти произведения разные между собой. Они не повторяют друг друга, а скорее взаимодополняют эмоции, полученные при просмотре, так как рассказывают похожие истории, но с разной подачей и под разными углами. Именно поэтому на Западе Звезда Изгоев не менее любимый зрителями тайтл, чем Ковбой Бибоп, так как их крутили примерно в одно и то же время на одних и тех же каналах, что лишь подогревало любовь зрителей к обоим тайтлам одновременно. Из-за этого их даже как-то выпускали на совместной VHS-кассете, настолько они прочно ассоциировались друг с другом. Но случилось это только на Западе, а в Японии, как я уже и говорил в начале, до Звезды Изгоев особо никому не было дела, в том числе и ее родной студии. Примерно год спустя с премьерного показа аниме-сериала начался выход спин-оффа под названием Angel Links, рассказывающего о группе лицензированных наемников во главе с 16-летней китаянкой Мэй Фон Ли. И буду честен, в этом аниме хорошая картинка, качественная анимация, большой акцент на груди главной героини, а также небольшие отсылки в сторону оригинальной истории. Да и сами персонажи Angel Links уже появлялись в одном из эпизодов Звезды Изгоев, так что это должно было быть как минимум круто. И оно было, но
но ровно одну серию. Далее планка качества всего вышеперечисленного резко падает вниз, а основной сюжет превращается в унылую посредственность, которую даже самый упоротый фанат вряд ли сможет вынести. И вот это, видимо, ровно тот самый момент, когда главы студии Sunrise решили, что одного экспериментального аниме в лице Бибопа им точно хватит, а потому нет смысла развивать вселенную Звезды Изгоев, после чего урезали бюджет спин-оффа до минимального, лишь бы это аниме вышло хоть в каком-то виде. Вот именно такая картина мне виднеется из обрывков информации, что я нашел в интернете, и возможно, что на самом деле дела обстояли совсем уж иначе, но ответ на эту загадку мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем. Да и это не столь важно, ведь мне не хочется преподносить Звезду Изгоев и Ковбоя Бибопа как конкурентов или антагонистов, а скорее наоборот, как два хороших произведения, которые могут взаимодополнять эмоции от просмотра, как это было в случае западного зрителя. Звезда Изгоев — это отличное отражение своего времени, когда огромной популярностью пользовалась любого рода фантастика, студии не боялись экспериментировать, а кринжовые клише аниме-индустрии еще не успели войти в мейнстрим. И это действительно крутое и невероятно самобытное аниме, смотря которое переживаешь одно из лучших приключений в твоей жизни, заключающееся не в поиске сокровищ, а в беззаботном времяпрепровождении с командой изгоев, отчаянно пытающихся найти свое место в этой холодной, бескрайней и жестокой вселенной. И лично для меня Звезда Изгоев, наравне с Ковбоем Бибопом и Самураем Чамплу, это одно из немногих аниме, по которым после просмотра я все еще продолжаю искренне скучать, как будто бы я сам прошел с героями весь этот длительный, но безмерно увлекательный путь. Раз уж ты досмотрел видео до конца, то думаю, нет никакой нужды в том, чтобы рассказывать, какие великолепные ссылки находятся в описании и как сильно активность под видео помогает развитию моего канала. Ведь скорее всего ты об этом и так уже осведомлен и совершил все необходимые процедуры для того, чтобы ускорить выход следующего видео и помочь мне обрести финансовую независимость. Так что на этом у меня все, а пока.